Все, пошла запись. Приветик всем. Сегодня у нас очень интересный эфир. Мне кажется, что эта тема вам интересна, потому что очень много вопросов возникает. Когда же будет выпуск следующий в нашей рубрике «Что внутри?». Когда же, когда же, когда же? И вот, наконец-то, настал момент. Сегодня этот выпуск мы записываем с вами. Что это за рубрика такая? Напомню. У нас есть на моем YouTube-канале отдельный плейлист, с видео, в которых я раскрываю посылки с пряжей. То есть, если мне приезжает какая-то посылка из какого-то интернет-магазина, я вместе с вами в прямом эфире, но в прямом эфире мы это не делали, мы это просто с Сашей записывали. То есть я как бы на видео, на камеру раскрываю посылку и показываю, что же там. Как пряжа упакована, рассказываю про интернет-магазин, что мне понравилось, что нет, стоит ли заказывать, какая там пряжа, какое отношение и так далее. Вот сейчас мы записываем наш первый такой интересный выпуск рубрики «Что внутри?» благодаря прямому эфиру. То есть я в прямом эфире сейчас это все буду раскрывать. У меня лежит посылка, которая у меня уже лежит больше, чем полгода, по-моему, ну полгода точно. С пряжей я ее еще не раскрыла. Я уже даже забыла, какая там пряжа. Но я знаю, для чего я ее покупала. Я пока придержу это в секрете, потом в процессе вязания, может быть, расскажу. Сегодня нам важно ее открыть и посмотреть, что же там внутри, как пряжа упакована и, естественно, оценить качество обслуживания, если можно так сказать. Я обязательно расскажу, откуда я эту пряжу взяла, где я ее приобретала. Здравствуйте, приветик, неожиданно. А я вот, знаете, как говорят, с корабля на бал. Я тут приехала недавно совсем домой, и поэтому я и задержалась с прямым эфиром, ездила по некоторым важным делам. Поэтому, ну, решила уже как есть входить в этот эфир уже, ну, так, как я сегодня одета. Привет, Сашуль, приветик, еду в автобусе и тебя смотрю, посела на эфир, они мне так нравятся. Приветик и приветик всем, как бы это сказать, всем пассажирам вашего автобуса. Приветик, ой, какая красивая, привет, спасибо большое. Приветик, ой, девочки, сейчас так удобно стало. Инстаграм разрешает просто кликнуть, выбрать смайлик, слово "привет" и отправить. Я смотрю, все мне присылают вот так вот ручки. Как красавица какая ты, красотка, красотка невозможная. Спасибо, девочки, большое, очень приятно. Перед тем, как мы будем открывать посылку, потому что я знаю, сейчас пока девочки подключатся, пока они увидят, что прямой эфир, потом будут говорить: "Ой-ой-ой, я пропустила". Поэтому пока есть время, пока девочки подключаются, я покажу. Ко мне приехала сегодня еще одна посылочка. Я вчера вам показывала все свои подарки, вернее, ваши подарки мне на день рождения. Кто не видел, на ютубе есть запись. Почему-то прямой эфир у меня не сохранился, я не смогла с ним поделиться с вами, им поделиться с вами. Вот, есть запись на ютубе, так что смотрите там. И ко мне сегодня приехал последний подарочек от девочки. Я вам тоже его покажу, потому что, ну, он тоже достоин вашего внимания, потому что это все та самая часть больших подарков, то большое количество подарков, которое вы мне прислали. Это вот одна, там, 20 какая-то часть, потому что подарков больше 20. Так, сейчас я вам буду потихоньку показывать. Подарок от Лены Болоховой, он приехал из Беларуси. Сейчас. Приветики. О, посылочки супер. Серьги супер. Спасибо, девочки. Серьги не моя работа, если что, чтоб я не присваивала себе. Красивая помада, и ты очень красивая. Спасибо большое. Итак, ну, естественно, белорусские конфетки. Почему говорю, ну, естественно, потому что все девочки мне присылали какие-то сладости. Вот, горстка белорусских конфет. Вот я не вижу, чтобы Лена присоединилась, а я Ленин подарок сейчас показываю. Я не удержалась сегодня, забрала его у девочки, не удержалась, села на лавочку, и на лавочке все это стала раскрывать, потому что я, ну, не смогла бы дотерпеть до дома. Дальше подставка под горячее, где живет Лена. Здесь написано Барановичи или Барановичи. Барановичи, наверное, да? Если что, поправьте меня, куда ставится ударение. Вот.
Дальше вот такая красивая открыточка, где Лена мне написала подарок, какой подарок, для чего. И эта открыточка как раз с Беловежской пущи. Я там ни разу не была, но это настолько популярное название, что туда очень хочется попасть. Мне кажется, все про эту Беловежскую пущу говорят, и там, наверное, действительно очень красиво. Приветик, Барановичи. Ага, спасибо большое. Вот это мне и надо было знать, Барановичи. Потому что, я честно скажу, не заглянула я перед эфиром в интернет, чтобы посмотреть ударение. Барановичи, спасибо. Посмотрите, какой крем для рук чудесный. Крем для рук с вязаной такой, связанным рисунком. Посмотрите, тут вязаный рисунок, тут вязаные олени. Это действительно крем для вязальщицы. Вообще, честно говоря, я очень люблю кремы для рук, потому что, ну, в принципе, просто люблю, не могу сказать почему. И всегда, когда мне их дарят, у меня большая-большая радость, потому что у меня их очень много, и каждый раз я пользуюсь каким-то другим, то есть чередую. И очень классно, что у меня теперь появился настоящий профессиональный вязальный крем. Я, скорее всего, его тут на полочку поставлю у себя в комнатке, он у меня будет здесь. Очень круто, тем более такая большая упаковка. Лена, спасибо тебе. Да, есть такой город Барановичи, ага, ударение на второе. Спасибо. Вот сразу, знаете, только попросила, сразу вы мне написали. Дальше очень интересный подарочек. Я люблю такие штучки, я, ну вот от этого была в восторге. Это камушек моего знака зодиака. Сейчас я скажу, как он называется, потому что я еще не выучила. Соколиный глаз. Это соколиный глаз. Ну вот, видите, Лена сделала его в виде подвески, в виде маркера для вязания. Вот, я его буду, конечно же, использовать обязательно. Натуральный камушек. И она подписала: камень победы в борьбе. Зорко стоит на страже жизни и здоровья хозяина, тяжелеет при приближении опасности. Знаете, как мой талисманчик будет. У меня есть одна штучка, которую мне Саша подарил еще очень-очень давно, еще там в первый год нашего знакомства. И я эту штучку носила на шее, для меня это было, ну, очень важный талисман. Почему-то потом я отказалась, в принципе, от всяких таких побрякушек и, ну, перестала носить золото, серебро, всякие цепочки, браслетики и как-то вообще, в принципе, у меня всегда все пусто, ну, кроме там каких-то таких бижутерий. Бижутерию я очень люблю. А тут вот такой же камушек, и я поняла, что это вот такая же штучка, как мне тогда дарил Саша. И мне кажется, что этот камушек мне принесет как раз-таки удачу. Почему-то звук хуже, чем обычно. Ой, не знаю, у меня все так же, как обычно. И дальше еще Лена постаралась и прислала мне и Саше маленький подарочек. Во-первых, носочки, но я не могу их не показать, простите. Носочки-зайчики, это для меня. И вообще я заметила, видите, вы все девочки, все, которые мне присылали подарки, все подарили что-то разное. То есть стандартная там сладости, чаек, открыточка, это все да. И мне это очень нравится, потому что, ну, сладости я люблю, и на холодильник вешать всякие штуки я люблю. А у каждой девочки что-то свое, что-то удивительное. Вот носочков еще не было, хотя носочки на самом деле, мне кажется, это такая вещь, которая всегда-всегда нужна. Ну, вот как крем для рук, мне кажется, это когда вы подарите, вы точно не ошибетесь. Вот я тоже такие штучки люблю, тем более такие красивые носочки. Ну и Сашины носочки. Сашины носочки настоящие мужские. Возможно, не видно, потому что у вас на ютубе хорошо сейчас видно, потому что у вас в зеркальном отражении, а вот на ютубе очень классно видно, где пульт. Это задняя сторона носочка, где стопа. Вот, как Лена написала, я сейчас даже зачитаю. Саша истинно мужские носочки. Вот это истинно мужские носочки. Спасибо большое. Вот не вижу я Лену, хотя вчера, кажется, она была в эфире. Спасибо за подарки. Опять снова неожиданный новый подарочек, который не повторяется нигде. То есть у меня такого еще не было, таких подарочков. Мне действительно это все очень нужно. Я всем-всем-всем буду пользоваться 100%. Снова удивила девочка. Каждый раз, когда я получаю, в смысле, когда я открываю посылку, все время чему-то удивляюсь по-хорошему. Мне очень нравится. Ну что, давайте теперь перейдем к нашей посылочке. И пакетик еще, кстати, пакетик фирменный.
Полесье, видите, пинский трикотаж написано. Пакетик фирменный именно из Беларуси. Давайте перейдем, сейчас я положу аккуратно на диван. Давайте теперь перейдем к нашей посылочке. Сегодня мы будем открывать посылочку с пряжей. Делайте ставки, какой там цвет. Я помню примерно, какие там оттенки. Кстати, кажется, вот такой, как мое платье сегодня. И, может, я могу... Ну, по-моему, да, все-таки вот как платье, что-то такое заказывала. Вот так выглядит посылка. Она большая, она тяжелая. Здесь 2 упаковки такой пряжи. Кажется, там BBB какой-то меринос. Вот так выглядит посылка, вот так она упакована. Ну, стандартный пакет Почты России, все очень хорошо. Что за магазинчик, где я это заказывала? Давайте немножко расскажу. Здравствуйте. Заказывала я у девочки с Инстаграма. У нее ее профиль называется Лена Яр. Лена Яр. Да, все в одно слово. Добрый вечер, Сашенька, вы такая яркая, невероятно красивая сегодня, впрочем, как и всегда. Спасибо, Натали, большое. Так, аккуратно, добрый вечер. Откуда? Сейчас буду рассказывать, откуда посылка. Посылка с пряжей. Я вот здесь, пока готовилась, ну, не то, что готовилась, пока ее принесла сюда, я посмотрела дату. 25.04. То есть мне, ну, в смысле, отправили эту посылку 25 апреля, то есть вот она где-то приехала ко мне в начале мая, наверное. Тут написано 03.05, возможно, это как раз дата, когда она ко мне приехала. То есть вот с мая она у меня лежит, я не знаю, почему я ее не открывала, не спрашивайте, не знаю, она у меня просто лежала, и мама мне каждый раз приезжала и говорила, ну что, ты открыла посылку? Я говорю, нет. И так вот в течение, наверное, полугода уже прошло. Посылка приехала из Москвы, город Москва. Профиль в Инстаграме, повторюсь, называется Лена Яр, все в одно слово. Я под видео в описании на Ютубе оставлю ссылку на эту девушку. Мне нужен был, расскажу историю, вообще расскажу, почему я ее выбирала. Эту девочку. Мне нужна была пряжа BBB Merino. Вот я не помню, что там, какое именно, какое название у пряжи. Я написала нескольким. Я решила заказывать в Инстаграме, потому что все-таки посмотрела в Инстаграме цены пониже, чем в других магазинах. Ну, я не знаю, почему-то мне так показалось. К тому же я ни разу не заказывала через Инстаграм пряжу и решила в этот раз попробовать. Я написала 3, не магазинам, 3 профилям Инстаграма, скажем там так, 3 магазинам в Инстаграме написала с просьбой выслать мне вот такие вот какие-то изумрудные цвета. Мне нужен был именно определенный оттенок пряжи. Один магазин, знаете, очень так как-то, причем не ответили быстро, ответили достаточно долго, отвечали, очень как-то отрывисто написали, что вся пряжа у нас в профиле. Я понимаю, что есть в профиле вся пряжа, можно посмотреть, что в наличии, можно цены посмотреть, там все есть. Все составы, все, что продается, все есть в профиле Инстаграм. Но на самом деле мне важно было пообщаться с девушкой, которая знает, чтобы она мне поприсылала фотографии, мне нужен был определенный оттенок, чтобы она мне подсказала, сколько мне нужно, какая цена конкретно на упаковку, то есть если скидка, очень часто бывают скидки конкретно на упаковку, если покупаешь упаковками. В общем, я с одного магазина получила очень короткий ответ, другой магазин что-то мне попытался выслать, но мне не понравилась скорость ответа, то есть пока я написала в 3 магазина, очень долго отвечали 2. Они ответили мне чуть ли не через пару дней. Причем я писала им в будний день, и, по идее, должны были они ответить. Ну, в общем, я решила, мне не подошел их сервис, и я решила, что там заказывать я не буду, потому что мне важно отношение к клиенту, мне важно, чтобы те девочки, которые сидят по ту сторону экрана, чтобы они как можно активнее мне ответили, чтобы они мне помогли сделать выбор. Не потому, что у меня нет глаз, и я не могу посмотреть и понять, что мне нужно, а потому что мне нужна именно обратная связь. Я хочу получить совет. Чтобы получить совет, мне нужно выйти на контакт. И вот как раз-таки вот эта девушка, Елена ее зовут, в этом профиле, откуда я заказала пряжу, Лена Яр,
Она мне очень даже, не скажу, что она сюси-пуси какие-то писала, но она мне очень внятно, понятно объяснила. Я ей рассказала, какой мне оттенок нужен, и она мне поприсылала фотографии. Она мне присылала фотографии из профиля инстаграмного, ей было это несложно. То есть она мне просто, грубо говоря, тыкнула пальчиком, где это можно посмотреть. И она мне присылала также фотографии, те, которых в инстаграме у нее не было, что меня тоже очень порадовало. То есть я люблю такое отношение. Я не придирчивый клиент, я всегда очень всем довольна, я просто ищу то место, где ко мне бы относились с большим интересом. Вот она отнеслась с большим интересом, чем другие магазины. Приветик, приветик. Совместные закупки у нее. Вот, я не знала. Добрый вечер, Александра. Меня зовут Фируза. Я из города Крымска, Краснодарский край. Добрый вечер, у вас очень интересное имя, красивое. Неля, привет! С помощью ваших видео на ютубе я связала дочке свитер регланом. Мне очень понравилось вязать под вашим руководством, теперь хочу связать с вами непосредственно на интенсиве. Ой, пишите в директ, конечно же, я вышлю реквизиты, будем вместе вязать в интенсиве. Привет, фея спиц. Приветик, Александра. Приветик, приветик. Ну вот, короче говоря, мне понравилось отношение нормальное. Я не люблю, когда пишут там лапочка, деточка, там сю-сю-сю, приятного вечера. Ну вот что-то такое, это чересчур, потому что все-таки я знаю, что на это уходит время, и человек, который работает постоянно, он просто знает, как четко какие давать ответы для того, чтобы и себе сэкономить время, и чтобы клиент был доволен. Вот я уважаю таких людей, я у этой Лены именно нашла такое отношение. Саша, ты умничка. Ой, почему? Спасибо большое вам. Давайте, кстати, выслала она мне очень быстро, я сразу оплатила 2 упаковки, выслала она мне очень быстро эту пряжу, буквально там чуть ли не в этот же день она мне уже скинула трек-код для отслеживания посылки. Ну и вот посылка передо мной, давайте ее откроем, посмотрим, что же там внутри. Буду открывать вот так вот прям перед вами, чтобы вы видели, что, что я сама не в курсе, что там. И будем смотреть вместе. Здесь должно быть 2 упаковки пряжи какого-то такого изумрудного цвета, два разных оттенка. Пряжа, по-моему, BBB. Так, ну что, я вижу зелененький. Ну что, смотрите, вот видите пряжу пока в пакетике. Ну, в стандартном пакетике, в стандартной пряжной упаковке. Мне важно, чтобы она была хорошо запечатана, чтобы она не болталась в посылке, чтобы она не рассыпалась. У нас есть один выпуск, что внутри, где я достаю пряжу просто по одному моточку, потому что она вся рассыпалась по посылке. Ну вот, смотрите, здесь заклеено скотчем, то есть все нормально. Скотчем заклеили, потому что действительно упаковка могла рассыпаться. Так что здесь очень все хорошо упаковано. Ну, смотрите, это такой какой-то зеленый, насыщенный зеленый цвет, хотя у вас он выглядит больше изумрудным каким-то. Ну, такой насыщенный зеленый. Отлично. BBB Full, кстати. Вот я и узнала, что я заказала. Так, давайте посмотрим вторую упаковочку. О, этот какой-то другой цвет. Достаю. Саша, привет, очень жду тебя в Телеграм. Ой, Настя, хорошо. Я помню, ты мне писала. Ох, я люблю поржать в переписке, благо я постоянный клиент, и народ понимает. Ну, если ржать с теми, кто тебя уже знает, может быть, но с новенькими я не решаюсь, я задаю просто конкретные вопросы. Так, смотрите, что здесь. Здесь скотчем не заклеено, но тут все упаковано хорошо, то есть здесь ничего никуда не высыпется. Вот такой цвет. Ну да, смотрите, такой же примерно, как мое платье, только может быть капельку светлее. Любимый зеленый. Так. Эльвира ждет, хорошо. Сколько грамм в мотке? Давайте я сейчас открою и скажу все. Красивый цвет, вязала недавно из фул. Ты уже вязала из BBB? Нет, из этой пряжи я не вязала, конкретно из этой. Так, посмотрю, что в пакетике. В пакетике больше ничего нет. И чека тоже нет. Хотя я вообще-то люблю, чтобы ложили чек в упаковку, чтобы я понимала, у кого я что купила, чтобы я могла в случае чего обратиться с какой-то претензией, если она есть. Но вроде такого не было. Но я понимаю, что в Инстаграме работают просто, может быть, девочки, которые даже никак официально не оформлены. Но я не сужу, не могу судить. И
точно не буду это обсуждать. Ну, просто я не знаю ничего про это. Ну, вообще, в принципе, возможно, все таки как-то какой-нибудь чек выписывать, была, чтобы было подтверждение, что я сделала заказ на этом сайте или в этом интернет-магазине. Так, дайте ссылку на "Телеграм". А какую ссылку? В смысле? Сашенька, мне "Телеграм" скачивать. Девочки, которые участвуют в интенсиве, да, вам нужно будет скачать "Телеграм". Да, BBB отличное качество. Мне очень нравится фол, хоть и немного тянется после стирки. Ну, это нормальная история с мериносом. Зеленая, как моя Lana Gold 800. Похоже, да, похоже. Я тоже люблю, когда есть чек. Как бы это просто, ну, такое спокойствие для меня. Не потому, что я там постоянно какие-то претензии предъявляю, пытаюсь что-то вернуть. Конкретные вопросы — это да. Мне так пришел ответ в 8 утра. Писец есть. Вроде ничего такого, но ржали долго. Так, я "Телеграм" на компьютер скачала, жду твое сообщение, в директ написала. Я, девочки, честно скажу, всем отвечу. В эти дни я только и сижу в директе, отвечаю. Почему-то очень много сообщений. Очень-очень. Саша, какие сережки красивые. Спасибо большое. Это делает девочка из Запорожья. Ссылку я на нее оставляю. У меня есть в моем профиле Инстаграм фотографии в этих сережках. Ссылку я оставляю. Мой любимый петрольный цвет. Да, вот он какой-то такой. Извините, где вы брали эту нитку? Я в начале видео говорила, я покупала у Лены, у нее в Инстаграме профиль называется Лена Яр. Ой, пока разобралась, как писать в прямом эфире. Ну все, разобрались, все понятно. Как подписаться на вас в Телеграм? Если вы участвуете в интенсиве, то когда интенсив начнется, я в закрытом профиле Инстаграм скину всю информацию. Вы сможете сами установить Телеграм, сможете подписаться, сможете найти меня. То есть, если вы участвуете, 100% мимо вас эта информация не пройдет. Если вы не участвуете, тогда никак не подписаться, потому что участвуют в Телеграме только те, кто в интенсиве. Смотрите, вот здесь действительно была дырочка. Это не я только что сейчас продырявила. Была дырочка, ее просто скотчем заклеили и все. И пряжа никуда не вываливается. Вот это я люблю, вот это нормальная упаковка. Потому что часто бывает так, что вот эта сама упаковка, как это сказать, фирменная, производственная, не знаю, как сказать, она просто-напросто рассыпалась, расклеилась и... Вся пряжа повылетала. И в этом пакете потом собираешь эти все моточки. Потому что на Почте России как раскидывают пряжу, ой, в смысле пряжу, посылки, вот просто вот таким движением. И в посылке все переворачивается. Так, не участвую. Ну, тогда тогда извините, потому что наш, чат и наш канал "Телеграм" только для участников интенсива. Если хотите, то можете поучаствовать в интенсиве, тогда я вас туда добавлю, и вы тоже будете с нами там общаться. Как скачать смайлы в Инстаграм? Не знаю, у меня они просто по умолчанию есть. Ну вот, достала я моточек зелененький. Не скажу я, что это самый мягкий меринос. Вот прям я гораздо мягче видела меринос, чувствовала меринос. Я первый раз в жизни держу эту пряжу. Самая, по-моему, известная пряжа мериносовая. Ну, как-то вот у меня почему-то с российской не сложилось, потому что я ни разу из нее не вязала. И вот из этой ни разу не вязала. Как-то так, я не знаю. Но вот я ее трогаю, ну, девочки, меринос есть гораздо мягче. Это стопроцентный меринос состав. Называется BBB Full. Сейчас я скажу, 50 грамм, 90 метров. Спицы советуют 5-5,5. Крючок номер 4. Приветик, все пропустила, что за пряжа? А вот я держу в руке, приветик, BBB Full, мы раскрываем посылочку с пряжей. Я хочу участвовать, но буду вязать в своем темпе. Это разрешается. Ну, как бы вот, как бы вся информация об этой пряже. Цвет я сейчас вам скажу. Здесь цвет 80... Ой, 87-37, что ли, очень плохо напечатано. Да, 87-37, вот такой, он просто насыщенный зеленый.
Он даже, конечно, не, ну, может быть, капельку что-то есть от изумрудного, но больше он просто насыщенный зеленый. Она не колючая, конечно же, нет, она мягкая. Но я вам говорю о том, что есть меринос гораздо мягче. Вот я ее сейчас трогаю и понимаю, что, ну вот даже, например, взять вот этот меринос, что это у нас за меринос? Это Катя Мерина 100. Вот это Катя Мерина 100, он гораздо мягче. Он гораздо мягче. Вот у меня нет упаковки, а этот, он мягкий тоже, он не колючий 100%, но нежнее все-таки меринос есть. И давайте я вам еще покажу вот эту. Саша, пряжа, что за тобой, как используешь? Ну, бывает для себя что-то вяжу, но пока она у меня лежит. Деткам из нее хорошо вязать, не пушится. Она не колючая, да, она идеальная, правильно, но есть получше. Так, этот цвет, для чего я достала? 7441. Вот этот интересный цвет, люблю я такой. Но все равно, вы знаете, я смотрю на тот, и тот цвет, который я хотела, это не тот и не тот. Все-таки вживую этот немножко синий, этот классический зеленый, я бы даже так сказала. А я хотела что-то между этого и этого. Но ничего, разберусь, ничего страшного. Это пряжа для какого проекта? Одна не для какого, вот я выберу цвет, не знаю еще. А вторую я просто взяла две, потому что я не могла определиться с цветом. Я помню, что вот что-то такое я заказывала. Не могла определиться с цветом, решила заказать две упаковки, чтобы одну оставить себе, а вторую, из второй кое-что связать. Потом вам расскажу, что я из нее буду вязать. Сейчас не буду рассказывать. Сейчас прям дежавю, прямой эфир без мастер-класса, полочки с пряжей на фоне, я вяжу шапку под эфир, как в том году. Ого! Но у нас эфиры начались, по-моему, где-то с зимы или с весны, я даже уже не помню. Когда только Инстаграм запустил эфиры, так сразу мы решили с Сашей, вернее, Саша решил, что мне нужно эфиры вести. Я помню, когда я первый эфир провела, я была в шоке, насколько вы были рады меня видеть и со мной общаться. Вот, это зеленый и синий, говорили про изумруд. Я планировала вот что-то такое изумрудного цвета. Сейчас я открыла, я сама первый раз ее вижу. Этот зеленый, этот не изумрудный. Он вот какой-то такой, знаете, теплый синий, но тоже не изумрудный. А я хотела что-то между тем и тем. Ну, ничего страшного, ну что поделаешь, ничего страшного. Здравствуйте. Буду думать, или из этого вязать, или из этого. Да, интересно, конечно, сейчас вы меня озадачили тоже. Даже не то, что вы, я сама себя озадачила. Может быть, я где-то еще найду бирюзовый, ну, темно-бирюзовый, да, темно-бирюзовый. На ютубе он слишком светлый какой-то, вот я сейчас смотрю, он темнее гораздо в жизни. Хм. Ну и по качеству скажу я вам, кто считает, что это самый... Я первый раз держу в руке, кто считает, что это самый мягкий меринос, это неправда. Знаете, я часто слышу, что это очень мягкая пряжа. Она, несомненно, мягкая, но есть помягче. Мастер-класс в Киеве, когда был? Вот после него я на тебя подписалась, а потом к осени зиме эфиры пошли. 5 ноября, по-моему, мастер-класс был год назад. По-моему, ну, в начале, в первых числах ноября. Я пропустила. Это на свитер? Да, это на свитер, но не скажу на какой. Номер бирюзового сейчас 7441. Зеленый больше нравится. Зеленый очень красивый, насыщенный. Но я, я хотела изумрудный. Очень насыщенный. Да, 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 да. Зеленый нравится. Так, Саша, какая цена? Не скажу я вам, какая цена. Я заказывала полгода назад. Мне эта посылка приехала в мае ко мне в начале мая. Не помню я, какая цена, я сейчас совру. Зайдите к Лене, Лена Яр, еще раз повторюсь, одним словом, посмотрите цену. У нее даже есть отдельный хэштег, что очень удобно, по каждой пряже. Вот по хэштегу смотрите, какие есть оттенки, что есть в наличии, очень удобно выбирать. Я выбирала именно так, а потом уже ей писала и советовалась, и она мне присылала фотографии
этой пряжи и, ну, как бы сравнивала, писала, какой какого оттенка, какой ближе к какому. Я хочу в интенсиве из него свитер, мужу буду вязать. Да, это хорошая пряжа для свитера. Скорее всего, цвет между ними 74-41. Вот это он и есть, 74-41. Так какой меринос лучше по итогу? Мне очень нравится, вот я повторюсь, мне он очень нравится меринос Катя Мерина 100. Ланг Ярн Мерина 120 мне очень нравится, он мягчайший, он очень крутой. Мне понравился мерино Sandnes Garn Merino Ул, просто потому что он какой-то совсем другой, вот он не похож даже на меринос, просто какая-то мягкая, очень приятная на ощупь ниточка, которая раскрывается после стирки, после ВТО, она становится какой-то, ну вот роскошной. Я не знаю даже, какое слово подобрать. Она становится роскошной. Вот действительно трогаешь изделие, и оно какое-то вот струящееся, в то же время теплое, плотненькое, пышное. Ну, все в этой пряже есть. Вот мне кажется, что вот эти три позиции это самые мягкие, которые я трогала, меринос. Я не буду говорить, что самый мягкий в мире, который я трогала. Так, мне кажется, Бинго Лана Гросса мягче. Я не держала в руке Бинго, но 100% он мягче, потому что, ну, во-первых, цена, во-вторых, вообще считают Бинго королем всех мериносов. Я думаю, что не зря. Так, пряжа за вами. Каких производителей? Большинство пряжи за мной турецкая. Так, нет, это не петрольный, больше... Ой, не поняла. Петрольный это серо-сине-зеленый. Да-да-да, ну он похож, понимаете? Вот он чем-то как-то кое-как похож. Да, правильно Эльвира скинула ссылку на эту Лену. Кстати, еще я сейчас кручу этикетку от этого фула. И я понимаю, что она очень тоненькая. Экономят на этикетках конкретно. Она очень тонкая. Даже у турецкой пряжи этикетки не настолько тонкие. Вот она прям вообще просто из какой-то тонкой бумажечки. Да, действительно. Ну, кстати, что я хочу вам сказать, цена у него идеальная, то есть это меринос, который подходит абсолютно всем. Мне кажется, цена у него точно не кусается, и вы можете совершенно спокойно брать и вязать свитерочки. Чем брать какую-то там, ну, я не знаю, пряжу с огромным количеством акрила в составе, лучше чуть-чуть добавить и взять стопроцентный меринос и связать, и связать из него какое-то изделие. Я считаю, что это лучше. Конечно, не все могут себе позволить покупать пряжу там 500 рублей моточек 50-граммовый, но в то же время есть другие варианты. Не обязательно покупать самую дорогую, можно купить вот такую. Будешь вязать сейчас образец? Сейчас, наверное, нет. Мне нужно свитерочек довязать, который для интенсива. Сейчас, наверное, нет. В основном вы из какой вяжете? Турецкая, дропс или люкс? Я вяжу из той, которую выбирают заказчицы. Потому что заказчицы бывают разные, кого-то интересует люкс, я вязала и из люкса, ну, как бы, кто на что способен, кто сколько может заплатить. Я вяжу и из турецкой, потому что есть девочки, которым абсолютно все равно, ну, я и не имею в виду вообще все равно. То есть они нормально относятся и к турецкой полушерсти. Им не колется, им нормально, им тепленько, и она им кажется мягкой. Пожалуйста, я вяжу из этой. И типа вот что-то типа такого тоже вяжу. То есть я просто, когда заказчица что-то выбирает, я рассказываю о преимуществах той или иной пряжи, она не знает ни составы, не понимает ни названия, ни производителя, она не знает, что турецкая есть, что есть там итальянская, английская пряжа, там, не знаю, норвежская. Она ничего этого не понимает, я ей все это рассказываю, и мы уже тогда с ней вместе выбираем. Я не считаю, что плохие те, кто вяжут из турецкой пряжи, потому что в турецкой тоже есть много хорошей. Я не считаю, что нужно вязать наоборот только из более дешевой, потому что люкс это типа одни понты. Нифига не понты. Я вязала из дорогой пряжи, и все-таки дорогая пряжа стоит своих денег. И поверьте мне, если вы заплатите там 900 рублей за моточек 25-граммовый, то вы вложитесь в нормально, я имею в виду
эта пряжа себя оправдает по качеству. Пока я не видела ни одного случая, чтобы я заплатила кучу денег за пряжу, и она мне не понравилась. Пока я такого не видела, но в то же время я считаю, что хорошо, что есть разные производители, разные цены на пряжу, что кто-то может турецкую купить, пожалуйста, и она хорошая тоже, а кто-то может себе позволить чуть дороже. Да, у Lana Gold хорошая этикетка. Вот-вот-вот, у турецкой вообще отличные этикетки. 200 рублей моток. Вот этой, да? У этой 200 рублей моток. 50 грамм. Саша, скажи, пожалуйста, можно из знака Мохер Деликат 100 грамм 500 метров связать кофточку? Конечно, можно. Как же? Мне фул нравится, как и его аналог Долли Макси. Только спицы 3,5-4 и тянется хорошо. Да, спицы, конечно, 5-5,5 тут советуют. Но это явно не на пятерке вязать, она будет очень рыхлая и некрасивая. Я бы, наверное, вязала, я попробую, наверное, на 4, на 4,5, ну, наверное, на 4 даже. Саша, я прослушала метраж, 50 грамм, 90 метров, да, спасибо, девочки. Бобинную намного дешевле, чем аналогично натуральная моточная пряжа. Обожаю бобинки. Согласна с этим, согласна. И я постепенно пытаюсь покупать бобинную пряжу потихоньку-потихоньку, но у меня просто, знаете, в чем проблема? Когда человек что-то заказывает у меня, для себя я редко вяжу, видите, вот я вяжу для себя только в интенсивах, и если появляется возможность, там, купила вот я бобину, из нее связала в интенсиве свитерок, тогда да, но когда ко мне обращается заказчица и просит связать там конкретную вещь, то я сразу представляю, из какой пряжи можно это связать. И посоветовать бобинную я не могу, потому что я не трогала ее, я не знаю, как она себя поведет в вязании. Поэтому я побаиваюсь на заказ вязать из той пряжи, которую я вообще, в принципе, не знаю и понятия не имею, что за пряжа. Вот. Ну, так, видите, получается в итоге, что из бобины я вот только сейчас для себя немножко начала вязать. А на заказ все-таки из той, в которой я более-менее уверена, или хотя бы ту, которую я знаю, что советуют девочки. Вот, вот так. Вообще, я тоже хочу с бобиной вязать. И у меня еще проблема в том, чтобы найти хороший магазин, чтобы можно было покупать бобинную пряжу и не переживать за то, что приедет какая-нибудь колючка, или цвет будет не такой, или вообще нитка будет непонятная. Хорошая пряжа, чем-то схожа с Merino Royal от Alize. Ну да, наоборот, Merino Royal схожа на эту, потому что та появилась чуть позже. Да, BBB на 4. Ну да, логично, я насчет заказов. Да, тяжело вязать заказы из той пряжи, которую ты ни разу не щупал. Саша, нескромный вопрос, сколько вам лет? У меня недавно был день рождения, я там постов, наверное, 10 написала про то, сколько мне лет. В сторис целую кучу кидала информации, но я понимаю, что вы не можете все увидеть и все замечать. Мне вот совсем недавно, 8 декабря, исполнилось 27. Еще я, конечно, ждала этот возраст почему-то. Мне верится, что это мой какой-то год. Я ждала 24 свои года, и действительно у меня был очень год, ну, который перевернул мою жизнь, можно так сказать, потому что мы активно начали развиваться в плане продаж, в плане вязаных изделий. Продавали вязаные изделия, и сейчас продаем. Вот. То есть тогда это был такой год, вот не зря я его ждала свои 24. Вот это как раз такой был год, когда мы очень-очень активно начали продавать и когда мы начали верить в свои силы. А потом как-то 25-26 я как-то к ним спокойно относилась, а вот теперь опять жду 27, и 27 наступили, и мне опять такое чувство, что что-то произойдет. Не знаю что, но я вот как-то эти годы я свои ждала, и когда мне было 26, мне почему-то все время хотелось сказать, что мне 27. Так, вы вязали сиам? Да, вязала. Добрый вечер. Связала образцы на свитер, так старалась лицевой гладью, а муж перевернула на рукава, выбрала изнаночную. Но изнаночная тоже, кстати, хорошо. Так что, Карина, вяжи изнаночной. Ой, и мне 27. Ну вот мне исполнилось
чуть-чуть, вот, чуть-чуть назад, 8 декабря. Совсем недавно у меня там посты еще свежие про мой день рождения. Я тебе советую магазин бобинной пряжи Wool Yarn. Ой, девочки, давайте я как-нибудь у вас спрошу, я еще хочу написать отдельный пост, чтобы вы мне посоветовали пряжу бобинную. И я у вас спрошу, и вы мне покидаете ссылочки. Молодчинка. Ой, спасибо. А мне 29, но в душе 17. Ну, я чем старше становлюсь, тем больше люблю свой возраст. Потому что я убедилась, что чем я старше, тем мне комфортнее. И я совершенно не боюсь и дальше своих лет, и мне кажется, что я буду еще лучше и лучше и лучше. Но у меня нет такого, что я как бы теряю молодость, у меня наоборот, наконец-то начинает появляться правильное отношение к себе. Я не скажу, что я просто каким-то лохом раньше была. Нет, наоборот, мое достоинство растет и растет и растет, и мне очень нравится становиться старше, вот скажу так. Мне кажется, что как раз к годам 40 я наконец-то стану на 100% собой, потому что я, в принципе, стараюсь постоянно это делать, и я очень сильно хочу, быть собой, быть такой, какая я есть, чтобы не получилось так, что мне навязали какие-то принципы, и я им следую, и я сама не осознаю того, что я не я. Вот я очень сильно стараюсь, не знаю почему, но я очень сильно стараюсь держаться конкретно за свои какие-то мысли, за свои идеи в жизни, потому что они мне приносят счастье, потому что я наблюдаю, что все, что я думаю о себе, все, что я думаю о мире, мне так комфортнее, мне так лучше, и у меня лучше получается все делать. Вот если я что-то придумала, и я там себе надумала по-своему как-то, то у меня оно получается. Поэтому я чем старше становлюсь, тем более свободной, что ли, я становлюсь. Свободной в своих мыслях и более пофигистично отношусь к тому, что меня кто-то поучает и говорит, что ты неправильно живешь, надо жить иначе. А много таких людей, которые такое мне говорят. Очень часто мне говорят: ой, ты еще такая молодая, ты совсем ребенок, ты не разбираешься в жизни. Почему так люди это говорят, я не знаю, потому что я через очень многое прошла, и мне кажется, что в свои годы я много умею, много могу и много понимаю. Почему меня считают ребенком, это их право. Я буду и дальше быть ребенком и со своими вот этими фантазиями жить. Произойдет очень хорошее, спасибо. Ой, а мне 39, тоже нормально. Я в 27 пошла на права учиться. Вот я тоже хочу, но не в этом году, не в смысле, что у меня в этом году цель. Просто когда-нибудь я хочу обязательно. Мне 27, но в душе иногда 13, особенно когда с детками играю. А мне 40 лет и ума нет. И отлично, живите в свое удовольствие. А мне 66, и я учусь у Саши. Как приятно. Моей маме примерно столько же, моему папе 67, маме 63. Да вы, девочки, такие молоденькие, мне 42 год, и я принялась рожать активно, третьего уже ждем, так что все у вас впереди. Оксана, огромная вы молодец, огроменная молодец, моей сестре родной 42, но она почему-то не собирается рожать, хотя я бы очень этого хотела. У нее уже есть два сыночка. Это очень хорошо, что вы так относитесь к себе и возрасту. Говорят, пока себя не примешь такой, какая есть, труднее жить собой. Да, вот я всю жизнь стараюсь как можно лучше себя понять и как можно свободнее жить. Свободнее от всех принципов, которые мне навязывают. Саша, а было ли у вас, что вам не нравится то, что хочет связать заказчик? Как вы поступали в такой ситуации? Буду благодарна за ответ. Мне не было такой ситуации, что вот прям не нравится. Иногда какие-то модели, когда мне скидывали, я понимала, что я бы такое не носила. И мне, например, такое не нравится. Не то, что вообще прям категорически, но просто я бы для себя такое не вязала. Но самое интересное, что я заметила, что чем необычнее заказ для меня, чем он нестандартнее, тем мне интереснее его исполнять. И вот когда я начинаю вязать это изделие, я влюбляюсь в него. И самое интересное, что потом, когда я его уже вяжу, уже готовое вижу, я тоже себе начинаю такое же хотеть. То есть я совершенно не боюсь того, что мне что-то не нравится, потому что в процессе мне начинает оно нравиться.
Как вам пряжа Сиам? Я купила Ангора Fine и не в восторге. Из Ангоры Fine, по-моему, не вязала, вот не могу вам точно сказать. А Сиам, знаете, она временами хорошая, временами нет, надо знать. Вот я купила одну пряжу Сиам, я из нее не вязала, но я как-то опубликовала пост, что у меня есть эта пряжа. И у меня появилась куча комментариев под этим постом, недовольных. Девочки писали, что пряжа плохая, будем так говорить, плохая пряжа. И мне перестало появляться желание из нее вязать. Хотя я, например, из мериноса какого-то вязала, сиамовского, не помню. Мне понравилось, очень хорошо. И никаких проблем не было. Хлопок у сиам тоже мне нравится хороший. Что-то еще было, вот не помню уже что. Ну, в общем, там, знаете, есть... Сиам Мамба, я очень люблю пряжу Сиам Мамба, это тоже стопроцентный меринос. Вот он, кстати, тоже очень мягкий, запомните, Мамба называется. Он тоже не из самых дешевых, он и недорогой, но и не дешевый. И очень красивые цвета. Я взяла мужской свитер, я была влюблена в эту пряжу, и мне очень хочется что-нибудь для себя из нее связать. И мужчина этот носит этот свитер, причем уже очень много лет, и он его активно носит, я знаю, мне передают информацию его родственники, и, ну, нравится, все нормально с ним. У меня уже трое, девчонки вот трясут с меня кофты. Здорово. Как хорошо, что есть мама и папа рядом, а у меня нет их, увы. Спасибо вашей маме за вас. Да, да, я с этим согласна очень. Вот у меня точно так же с бабушками и дедушками. У меня их уже давно нет, у меня их было как бы немного. Ну, я имею в виду, что у меня была одна бабушка и один неродной дедушка. Но он был настолько неродной, насколько родные не бывают родными. Очень крутой был. Но они, к сожалению, уже давно не с нами. И я завидую, всегда скажу честно, я завидую всегда тем, у кого есть бабушки и прабабушки. И когда, например, рождается малыш, вот очень часто я вижу фотографии, там прабабушка, бабушка, мама, дочечка. И это так трогательно. Я всегда смотрю и думаю, ну блин, ну вот не повезло мне с этим в жизни, у меня как-то, ну вот не было вот такой ситуации. У меня сейчас есть мама и папа, слава богу, что они есть. Ну и как бы все. То есть про бабушки у меня вообще никогда не было. Ну, вообще я просто поздний очень ребенок в семье. И у меня мама тоже поздний ребенок, папа нет. Ну, вот как-то так сложилось, поэтому я согласна с вами, я немножко вас понимаю. Саша, скажите, очень хочу детям шарфики и варежки из ангоры, какая лучше? У меня есть пост в Инстаграме. Посмотрите по тегу «Вяжем с АК» через нижнее подчеркивание. Я там писала любимая пряжа из пуха ангорского кролика. И там, по-моему, 3 позиции из той пряжи, которую я вязала и которая мне очень понравилась. Вот берите и вяжите «Вяжем с АК» через нижнее подчеркивание хэштег. Если не найдете, напишите мне в директ, я вам скину этот пост. Саша, сама думаешь о детях? Да, конечно. Какую пряжу лучше выбрать для комбинезона новорожденному? Вот, стопроцентный меринос выбирайте. Любой, ну, я имею в виду, что не обязательно вот этот. Вы можете выбрать подороже, подешевле. Стопроцентный меринос всегда подойдет. Итальянцы любят сильно обработать химией нитку, чтобы не каталась, стиралась, ну и масса всего. Из-за этого шерсть утрачивает свои качества. Есть хитрость к мериносу добавить очень тонкую ниточку шерсти, и тогда все файные супервоши выравниваются. Ух тышка, прикольно. Прикольно, спасибо вам большое. Тонкую ниточку шерсти еще надо где-то взять. Очень хороший совет, спасибо вам большое. Ну вот, я все ваши сообщения прочитала. У нас еще есть 10 минуточек. Пойду я потом навязывать свое платьишко, что говорю платьишко, свой свитерочек, который у нас для интенсива. И покажу вам его обязательно, как он будет готов. Я вчера уже связала спинку, мне еще 2 рукавчика осталось, но это, ну это, конечно, за один день я не успею. Но вот к выходным я должна его связать, и на выходных мне нужно переписать все мои конспекты из таких не очень подробных в более подробные. Какой махер выбрать на палантин, посоветуйте. Выбирайте, опять же, любой.
Мохер на шелке. Кид мохер, который итальянский. Не покупайте турецкий, покупайте. Вот есть тоненькие, точно так же. Какой же это мохер? Сиам, правильно? Сиам. Soft Dream. Это же Сиам, подскажите мне. Soft Dream есть такой мохер, по-моему, он один из самых дешевых. Но это как раз тот мохер, который практически не колет. Турецкий не берите. Берите мохер на шелке, кид мохер, итальянский. Их очень много разных есть. Смотрите именно этот состав на шелке, чтобы был. Ниточка шелка, на нее наматывается ниточка мохера, и он очень шикарный. Вам нравится дропс пряжа? Я вязала из дропс Baby Merino. Да, мне понравилось. Не поняла про выравнивание файлов и супервоши. Ну, почитайте еще раз выше комментарии, я не буду второй раз читать. Где Санек? Он внизу сидит. Может, вы слышите, как он там ходит? Ой, у меня все трясется. Видела пост о пользе постельного белья из шерсти. Загорелась вязать плед. Ух тышка. Ну, вообще шерсть, такая колючая шерсть, она плодотворна. Не, плодотворно здесь не подходит слово. Она хорошо, будем так говорить, хорошо влияет на нервные окончания. То есть она раздражает кожу, раздражает нервные окончания и лучше начинает работать организм. Насколько я знаю, но я боюсь ошибиться. Нашла вас совсем недавно, я просто нереально благодарна вам за такие подробные мастер-классы. Для начинающих везунчиков вы просто находка. Спасибо, что делитесь опытом. Очень мне приятно, спасибо вам большое. Приветик. BBB Soft Dream. А, это BBB, а я сказала Сиам. Значит, BBB Soft Dream. Спасибо большое. Для пледа из шерсти берите клипан Сауле шерсть. Шведы славятся этой ниткой. И берите вот у Оксаны. Запоминайте Оксану. Я уже знаю, что Оксана продает эту пряжу. Можете сделать скриншот и потом зайти на нее. Вас очень интересно слушать. Спасибо вам. Ой, вам спасибо. Не поверите, но я за носки взялась методом по старинке. Пыталась посмотреть по новому методу. Для меня на 2 спицах, ну такая тягомотина, фу, слушать невозможно. Ну каждому свое, я хочу тут сказать. Я вообще носки вязать не люблю. Вообще не люблю вязать носки. И мне кажется, это последнее, что я буду вязать на заказ. Если что-то кто-то закажет, я, наверное, маме это все буду передавать. Мы вязали носки с мамой. Ну, в смысле, мама вязала, я и заказы передавала. Так что мне кажется, что на 2, что на 5, что Magic Loop'ом все равно. Не люблю. Здравствуйте. Недоношенным деткам пледики вяжут и носочки из шерсти из этих соображений. Да. У меня часто заказывали носочки. Сейчас как-то я больше по крупным вещам, поэтому девочки как-то боятся заказывать шапочки, носочки, шарфики, потому что заходят, смотрят там свитера, и в основном свитера заказывают. А раньше, когда как-то вот еще ВКонтакте мы чаще активны были, часто заказывали носочки именно новорожденным, недоношенным деткам для того, чтобы разрабатывать нервные окончания. Рада была вас видеть. Всем пока. Я спать ровно в 7 петелек. Пока, Александра. Мы уже тоже сейчас будем прощаться. Саша, вот узор буф, и много уходит пряжи. Я планирую в интенсиве этот узор. Я не думаю, что больше, чем обычно. Ну вот на косы, мне кажется, может даже больше уйдет. Не думайте, что на него очень много уходит. Это мои, опять же, предположения, но в 2 раза больше пряжи вам точно не нужно. Спасибо за ответы, вы супер. Спасибо вам. Я еще напишу пост. Чего я никак его не напишу? Меня так совесть мучает. Я уже очень переживаю за этого. Какая-то несобранная я последние дни. Я напишу пост, как я определяю количество пряжи. Вот я думаю, что вам будет это полезно. Надеюсь, что я еще не опоздаю с этим постом. У меня уже есть вся информация в голове, уже все по полочкам разложила, я все никак не могу сесть и написать. Я как-то села написать, картинка мне не понравилась, я ее стала переделала картинку, у меня появилось какое-то дело, я пошла его делать, в общем, я так никак не соберусь. Так, у нас еще 5 минуточек есть, если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Будем рады такому посту. Хорошо.
Я обещаю, что он будет точно, потому что если я обещаю, я выполняю всегда. Но мне почему-то очень часто все выполняется слишком медленно. Я как-то себе напридумываю целую кучу задач, а потом не могу это все впихнуть в количество дней в неделе. И потом переживаю, и потом меня мучает совесть, что я обещала и не сделала, и что я какая-то безответственная. Вот сейчас тоже сижу и думаю, что я этот пост не написала еще до сих пор. Простите меня, кто его ждет. Ну что, нету больше вопросов, давайте тогда прощаться. Не будем же мы просто сидеть молчать. Завтра, что мы делаем завтра? Завтра уже четверг. Да, по пряже нужно, ждем. Хорошо. Завтра уже четверг, завтра тогда я еще раз расскажу про интенсив, еще раз отвечу на ваши вопросы. И в понедельник мы уже начинаем, поэтому кто еще там думает, оплачивайте, пишите мне в директ, я скину вам реквизиты. И не ждите воскресенья, потому что в воскресенье, как правило, субботу-воскресенье, как правило, оплачивает максимальное количество человек, и потом в понедельник я то и делаю, что сижу и записываю вас в наши таблички, в таблички участников, и это очень много времени отнимает. Поэтому, если вы знаете, что вы 100% будете участвовать, я вас очень прошу оплатить мне вот как можно быстрее. Тогда и мне будет легче, и вам будет легче. Да, Сашуль, нам нужен этот пост, чтобы тебя не мучить 100 раз, а то вдруг не хватит, согласна. Саша, где хранишь и носишь процессы, сумочки, корзинки? Мне вот, я вчера показывала, мне подарила девочка сумочку для того, чтобы носить вязание, вязать с этой сумочкой, ну, в каких-то, вне дома, скажем так. Посмотрите видео, я там показывала, наконец-то у меня появилась такая сумочка. Так я носила просто в пакетике. А дома у меня есть клубочница, я туда все складываю. А так, в принципе, я стараюсь вот здесь в своей комнатке вязать последнее время. Раньше я внизу вязала, сейчас как-то больше здесь. И тут на диванчике у меня все лежит, здесь мой диванчик, и сюда никто не придет, и попой на пряжу не сядет, или не будет нервничать, что вместо того, чтобы сесть, тут все лежит в пряже, то есть оно у меня здесь спокойненько лежит. Не расстраивайся, напишешь и станет легче, согласна. Каждый эфир любуюсь вашими полочками с пряжей, мой хомяк сходит с ума. Покупайте себе тоже и храните так же. Добрый вечер. Блин, я не сначала слушала, что за интенсив. Почитайте мой пост про интенсив, я писала, по-моему, предпоследний, что-то такое. Почитайте, там очень подробно написано про наш новый интенсив. Если не найдете, напишите мне в директ, я вам расскажу. С 18 декабря мы будем вязать свитерок с вточным рукавом, с ранами, со спущенным, с косом плеча, с обработкой горловины ложной петлевкой. Можете присоединяться, будем в прямых эфирах вязать. Саша спрашивала по интенсиву, ничего не изменилось, а то я в Телеграм спрашивала, наверное, некогда посмотреть. Ничего не изменилось, все то же самое, единственное, реквизиты те же, условия все те же, единственное, что интенсив будет 4 недели, а не 3. Сашечка, я оплатила, и что делать дальше? Просто я первый раз буду участвовать в интенсиве. Я вам в директ отвечу. Если вы не знаете, значит, я вам еще не ответила, я вам отвечу. Спасибо вам. Всем спасибо, поту детей спать укладывать. До встречи. Спасибо, почитаю. Пишите мне, можете сразу мне в директ писать, я вам буду отвечать. Но я предупреждаю, что я не очень быстро отвечаю, потому что сообщений много. Прям вот как-то я не знаю, как справляются те девочки, у которых по 300 тысяч подписчиков или там по 500. Они, наверное, уже и не читают. Я не знаю, честно, но вот у меня маленькое количество подписчиков, и каждый раз там просто тонны сообщений. Планируете интенсив для новичков и тормозов, как я? Вот это как раз и есть для новичков и тормозов. 100% у вас все получится. Поверьте мне, потому что участвовали у нас часто новички, и они вязали без проблем, все получалось. Я там очень подробно все буду рассказывать, и вы точно сможете. Как раз для тормозов, как вы пишете, это и подходит. Все, давайте прощаться, 30 секунд осталось. До завтра, пока. Завтра можете задавать любые вопросы по интенсиву. Если что-то будет непонятно, я постараюсь разобрать директ и в Телеграме вам ответить всем.
Все, пока, до завтра.